Главные новости сегодняшнего дня. Несколько часов назад на трассе Москва-Таганрог в ДТП с тяжелыми последствиями попала известная музыкальная группа под названием «Звери» и их солист Роман Белык. Причиной аварии стала плохая видимость из-за тумана. По предварительным данным, микроавтобус, где находились артисты, совершил столкновение с грузовой фурой. Жертв нет, однако есть пострадавшие, которые были доставлены в ближайшую больницу. Заместитель антикоррупционного комитета и начальник Следственного комитета Александр Бастрыкин сообщает о аресте начальника Пенсионного фонда Татарстана города Казани Рамаза Сазанова. 55-летнего чиновника взяли под стражу сегодня утром при выходе из подъезда собственного дома. Начальник Пенсионного фонда обвиняется в получении крупных денежных взяток и невыполнении своих обязательств перед пенсионерами. Возбуждено уголовное дело по статье «Хищение в особо крупном размере». Сотрудникам антикоррупционного комитета Никиты Михалкова совместно с органами полиции удалось в самые кратчайшие сроки найти и обезвредить преступников, которые совершили нападение на семью известного артиста, члена комитета Вячеслава Добрынина, который совсем недавно ушел из жизни. На тот момент неизвестные преступники незаконно завладели наследством Вячеслава Добрынина и лишили жизни некоторых членов семей известного артиста. Однако далеко преступникам уйти не удалось. Стало известно, что в нападении на семью Вячеслава Добрынина виновна преступная группировка под названием «Можайская», которая еще с начала 90-х годов находится в Санкт-Петербурге. При задержании ОПГ 2 преступника погибли, остальных отправили в следственный изолятор для проведения следственной работы и начала судебных разбирательств. Широкий общественный резонанс получил криминальный скандал между молодым российским певцом Прохором Шаляпиным и легендарным композитором Александрой Пахмутовой. Несколько дней назад певец Прохор Шаляпин, находясь в квартире у композитора Александры Пахмутовой в неадекватном состоянии или под действием запрещенных веществ, ради корыстных интересов нанес несколько ножевых ранений известному композитору, после чего Александра Николаевна Пахмутова оказалась в реанимации, а Прохор Шаляпин в следственном изоляторе. Однако пребывание в данном заведении закончилось для Прохора Шаляпина еще более печальными последствиями. Прохора Шаляпина направили не в одиночную камеру, как изначально просил молодой российский певец, а в отделение с другими преступниками, среди которых был известный криминальный авторитет Егор Краснодарский по прозвищу Тюлень. По негласным законам следственного изолятора преступникам заранее сообщили, по какой статье обвиняется Прохор Шаляпин и что он натворил. Узнав, что Прохор Шаляпин обвиняется в нападении на легендарную Александру Пахмутову, преступники и криминальный авторитет резко изменили к нему отношение. Уже на вторые сутки пребывания в данном заведении Прохор Шаляпин получил серьезную черепно-мозговую травму с сотрясением мозга. По словам администрации заведения, Прохору Шаляпину не будет сделано никаких снисхождений, и ему будет очень сложно дожить до суда в подобных условиях, ведь все это время он будет находиться вместе с другими преступниками. Помимо крупного уголовного срока Прохору Шаляпину еще предстоит возместить моральный ущерб Александре Пахмутовой. Хотя Александра Николаевна и пошла на поправку, она еще до сих пор находится в больнице. Член комитета, известный советский и российский актер Александр Панкратов-Черный уже второй раз за год оказался на больничной койке в тяжелом состоянии. Причина госпитализации – это последствия второго инсульта.
Только за последние 2 года Александр Панкратов-Черный перенес инфаркт, инсульт и тяжелую вирусную инфекцию. Однако, несмотря на все эти проблемы со здоровьем, Александр Панкратов-Черный продолжает работу в антикоррупционном комитете. Известный российский певец Стас Пьеха был освобожден из следственного изолятора Санкт-Петербурга и переведен под домашний арест. Как сообщает пресса, большая заслуга в этом событии принадлежит его бабушке Эдите Пьеха, которая имеет личное знакомство с главой МВД Российской Федерации. Напомним, что Стас Пьеха попал в следственный изолятор еще в конце июля этого года. Трагедия произошла на дне рождения его бабушки Эдиты Пьеха. Стас Пьеха находился в неадекватном состоянии, употреблял спиртные напитки и нанес смертельное ранение родному брату известного певца Льва Лещенко, артисту театра и кино Александру Лещенко. Стасу Пьехе грозило крупное уголовное наказание, однако в дело вмешались вышестоящие эшелоны власти, глава МВД и бабушка Стаса Пьехи Эдита Пьеха. Сегодня утром в психиатрическую клинику города Москвы была экстренно доставлена известная балерина и общественный деятель Анастасия Волочкова. Это уже 3-е посещение данной клиники Анастасии Волочковой за последний год. По словам лечащих врачей Анастасии Волочковой, причина печального события – это постоянная депрессия, в которой пребывает в последнее время Анастасия Волочкова, и регулярное употребление спиртных напитков. Пресс-служба Организации по борьбе с преступностью и коррупцией сообщает трагическую новость из мира шоу-бизнеса и культуры. Служба МЧС Российской Федерации сообщает, что вчера в городе Сочи трагически погибла, утонула известная российская и советская актриса Людмила Нильская, которая хорошо известна широкому зрителю по роли Едвиги в фильме «Государственная граница», который вышел на экраны телевизоров еще в 80-е годы прошлого столетия. По данным прессы, трагедия произошла на одном из общественных пляжей. 63-летняя Людмила Нильская была в компании друзей, которые отмечали праздник. После известная актриса отделилась от компании и бесследно исчезла. По словам МЧС по городу Сочи, Людмила Нильская будет считаться погибшей или пропавшей без вести до того момента, пока не будет найдено тело известной актрисы. Очень приятная новость о состоянии здоровья сотрудников антикоррупционного комитета. Сегодня член организации и известная советская и российская актриса Ирина Вадимовна Муравьева пришла в себя. 4 дня известная актриса находилась в состоянии комы после семейной трагедии, ведь несколько дней назад у Ирины Муравьевой погиб младший сын. Уважаемые зрители, если вы желаете выздоровления членам комитета и поддерживаете их деятельность, то можете поставить лайк под видео и написать поддерживающий комментарий.